Ночь белой луны. Автор в Уэльсе читает Кэт Вилд. Глава 3. Заточение Омег, именно так оценивает Чимин их с Тэхёном пребывание в этом странном доме под неусыпной охраной оборотней. Длится 5 дней. Все это время пленники много спят, вкусно едят и пару раз посещают подготовленную альфами жарко натопленную баню. Дни тянутся безрадостной серой чередой, выматывающей бездействием и страхом неизвестности. Чимин пытается продумать план побега, тщательно ищет возможные лазейки, все больше убеждаясь, что в ближайшее время это неосуществимо. И единственное, что ему остается, одергивать неугомонного Тэхёна, который норовит поболтать с часто сменяющейся охраной, что стоят за дверью дома и около распахнутого оконца. Иногда Чимину кажется, что они навсегда останутся жить у оборотней в качестве забавных зверюшек, на которых беззастенчиво пялятся стерегущие их альфы. На 5-й день к ним приходит гость. Чимин из-подлобья рассматривает шагнувшего в дом оборотня. Тот отличается ото всех, кого до этого видели пленники. Он пониже ростом, хоть и выше людей. Когти на его пальцах короче, почти незаметны. И по мягким чертам лица и довольно высокому голосу Чимин понимает, перед ними оборотень Омега. Пришедший оборотень успокаивающе улыбается и кладет на одну из лавок принесенную с собой одежду. «Переодевайтесь и выходите из дома. Бои уже скоро начнутся. Все ждут только вас». «Какие еще бои?» — начинает волноваться Тэхён. «Вы узнаете, когда придет время». Уходит от ответа оборотень и, оглядываясь уже на пороге, добавляет: «Я жду вас на улице». «Почему бои не могут начаться без нашего присутствия?» — пыхтит Тэхён, быстро скидывая с себя старую одежду и с интересом рассматривает разложенные перед ним вещи. «Понятия не имею», — отзывается Чимин, затягивая туже на груди тонкие завязки. Рубаха сильно широка в плечах и не подходит по длине. Видимо, была сшита на оборотня, а не на человека. Но явно подготовлена для какого-то праздника или важного события. На тонкой выбеленной ткани искрятся серебром вышитые листочки и незнакомые омегам цветы. Быть может, они хотят биться с нами, еще раз убеждаясь в своей силе, или после ритуальных боев принесут нас в жертву. Омега обреченно смотрит в глаза другу. «Я не знаю, что нас ждет, Тэхён. Но раз уж нам не удалось сбежать, то пусть все закончится как можно быстрее». Омеги, низко опустив головы, выходят из дома и смиренно идут по тропе, окруженные живым кольцом. Шаркающие рядом оборотни, видя их удрученное состояние, пытаются приободрить странными шутками. Но Чимин упрямо глядит себе под ноги. «Ты только посмотри!» — охает Тэхён, едва заросшая травой тропа под их ногами сменяется песчаной пылью широкой дороги. «Это деревня оборотней». «Община», — исправляет Омегу один из альф. «Мы называем наше поселение общиной». Обе Омеги изумленно оглядываются по сторонам. Внимательно рассматривают стоящие вдоль дороги высокие деревянные срубы, над крышами которых возвышаются дымоходы, сложенные из таких же белых кирпичей, как и очаг в их доме, в котором они жили недолгое время. Эти жилища, ровная дорога и высаженные вдоль нее ягодные кусты, усыпанные еще мелкими зелеными плодами, так похожи на их родную деревню. Чимин плотно сжимает губы и снова смотрит вниз, не обращая внимания на восторженный шепот Тэхёна, который безостановочно дергает за рукав рубахи и указывает на очередной резной колодец или стоящие во дворе забавные детские качели. Община оборотней выглядит чуждо и непонятно. Дома не окружены высоким забором, и во дворах нет сараев, где могла бы жить скотина. Несмотря на безлюдность, хозяева почему-то не потрудились перед уходом крепко запереть ставни окон, а некоторые еще и оставили распахнутыми двери.
И тишина. Давящая на нервы тишина. Не доносится привычный плач младенцев или ругань альф, которые отчитывают своих детей за проделки, а мужей за нерасторопность. Не слышен лай собак или мычание коров, и только копошащиеся в высокой траве куры с ободранными хвостами, да выветренные, но еще ощущаемые запахи, пробивающиеся на улицу из кухонь сквозь мирно покачивающиеся вышитые занавески, подтверждают, что деревня вовсе не заброшена ее жильцами. «А где все?» — доверчиво интересуется Тэхён, за что награждается строгим взглядом Чимина. «Все жители собрались в самом сердце нашей общины, у жертвенного алтаря», — отвечает тот же Альфа, и, увидев, как жалобно вытягивается лицо Омеги, добавляет: «Сегодня удача будет вершить судьбы многих, и для каждого из нас этот день особенный». Чимин нервно взглатывает образовавшийся в горле ком и часто моргает глазами, словно в них попала колкая дорожная пыль. Кажется, все самые страшные предположения начинают сбываться, и он желает лишь одного — достойно уйти к своим праотцам, гордо вынести все, что уготовано ему судьбой. Оборотни не услышат его мольбы и не увидят его глаз. Их встречают восторженными криками, и Чимин от обрушившейся лавы воплей, визгов и свиста толпы невольно втягивает голову в плечи. Он боязливо оглядывается, ловя на себя любопытные многочисленные взгляды желтых глаз, и замечает обращенные к ним острозубые улыбки. Охраняющие оборотни ведут людей сквозь плотную стену, пришедших на праздник, и все быстро расступаются, освобождая дорогу к стоящей ближе к центру поляны лавке, на которой уже сидят 5 омег, одетые в такой же наряд, как и Чимин с Тэхёном. Чимин опускается на самый край, не желая сидеть рядом с оборотнем, и Тэхён незамедлительно усаживается между ними. Ким с нескрываемым любопытством разглядывает соседа по лавке, отмечая про себя его низкий рост, хитро прищуренные глаза, жгучие черные волосы и бледную, нетронутую солнцем кожу. «Посмотри на него», — шепчет Тэхён, поближе наклоняясь к Чимину и кивая головой в сторону брюнета. «Он на человека похож, такой мелкий». «Ой, я оборотень!» — раздраженно выговаривает брюнет сиплым простуженным голосом и громко шмыгает чуть покрасневшим носом. «Просто в детстве часто болел, вот и не вырос». Тэхён виновато съеживается под чужим укоризненным взглядом. Он вовсе не хотел обидеть этими словами оборотня, и, чтобы сгладить вину, пытается продолжить разговор. «А что сейчас будет?» Чимин тихо хмыкает, поражаясь наивности друга. Оборотни неохотно отвечают на их вопросы, предпочитают либо молчать, либо говорят что-то туманное и малопонятное для людей. Он украдкой осматривается по сторонам и с удивлением обнаруживает, что все стоящие за их спинами и по бокам — омеги и дети, а альфы значительно большей толпой расположились напротив и жадно рассматривают сидящих на скамье. Все они, очевидно, взволнованы, а некоторые даже скинули с себя рубахи и тщательно растягивают мышцы и разминают шеи. Чимин рассматривает жертвенный алтарь, к которому уже подошел пожилой и неулыбчивый оборотень, и спешно отворачивается. Белый валун со стесанной верхушкой, на поверхности которого запросто уместится лежащий в полный рост человек, залит чем-то навсегда въевшимся в камень и отталкивающе буром, что неровными потеками, словно бахромой, опутывает его бока. Омега не находит в себе сил смотреть, как пожилой Альфа, видимо, на правах самого старшего, ставит на алтарь 2 тяжелые каменные чаши. На дно одной высыпает заранее подготовленные корени с пучками сухой травы и, выбивая огнивом искру, разжигает дымящееся пламя. Всего этого Пак не видит, но безостановочно шипящий на ухо Тэхён красочно рассказывает ему о каждой замеченной мелочи. Чимин вздрагивает,
когда восторженные вопли толпы становятся особенно громкими. А сидящий на другом краю скамьи Омега неожиданно резко вскакивает на ноги и нетерпеливо бежит к пожилому Альфе, что призывно протянул к нему руку. Оборотень безбоязненно вкладывает свою тонкую кисть в чужую открытую ладонь и горделиво улыбается, когда вслед за ним к жертвенному алтарю начинают выходить из толпы молодые альфы. Все они обнажены до пояса, играют на солнце литыми мышцами, перекатывающимися под натертой маслом кожей. И каждый снимает со своего левого запястья неприметный тонкий браслет из валеной шерсти, чтобы бросить стоящую на алтаре пустую чашу. Альфа скрещивают на груди руки и склоняют головы, выслушивая то ли молитвы, то ли напутственные речи, что говорит им старший, и отходят в самый центр поляны, чтобы разойтись в отгороженном разноцветными лентами широком круге. Под крики ликующей толпы они терпеливо ждут какого-то знака, оценивающе поглядывая друг на друга. «Добро пожаловать на брачные бои оборотней!» Внезапно широко улыбается брюнет, обращаясь к сидящим рядом людям. «Какие бои?» — удивленно округляет глаза Тэхён. «Брачные», — повторяет брюнет и, заметив полное недоумение в глазах людей, начинает подробно объяснять. Раз в год наши альфы бьются за достигших возраста вступления в брак омег. Видите, что происходит? Оборотень указывает рукой в нужную сторону. Каждого омегу по очереди вызывает к себе вожак общины, чтобы в итоге вложить его ладонь в руку победившего. Альфы рвутся и терзают друг друга, чтобы победитель спарился с очередным омегой на глазах у всего их ублюдочного потомства. И что дальше? На что может рассчитывать Альфа после своей победы? Невесело хмыкает Чимин, вспоминая рассказы своего дедушки. Овладеет выигранным омегой на жертвенном алтаре? Я смотрю, тебе уже не терпится ноги раздвинуть. Хрипло смеется оборотень, но уже через секунду заходится мучительным сухим кашлем. Выровняв сбившееся дыхание и утерев выступившие слезы рукавом рубахи, продолжает сипеть. Победитель, разумеется, уединится со своим омегой, но спустя 3 дня после свадьбы. Так у нас заключаются браки. Только самые сильные альфы имеют право обзавестись семьей и потомством. То есть нас забрали из деревни, чтобы выдать замуж? На всякий случай уточняет Чимин. И, получив в ответ утвердительный кивок, облегченно выдыхает. Скорое замужество с оборотнем не сулит ничего хорошего, но все же значительно лучше, чем смерть на жертвенном алтаре. Получается, что любой из этих оборотней может стать моим мужем? Жалобно скулит Тэхён и указывает дрожащим пальцем на бешено дерущихся в отгороженном круге альф. Из этих уже нет, ободряюще улыбается брюнет. А вот из тех... Он кивает головой в многочисленную толпу на другом краю поляны. Станет тот, кто выиграет. Каждый свободный альфа носит на левой руке браслет из собственной шерсти. Перед боем они их снимают и складывают в чашу. Победитель надевает свой браслет на руку жениха, а все остальные сжигает в пламени стоящей чаши. Это исключает возможность схитрить и выйти еще раз в круг. Каждый альфа имеет право только на один бой. За какого омегу он будет сражаться, решать ему. Пока люди озадаченно переглядываются между собой, не сразу понимая, как им следует реагировать на все услышанное, оборотень увлекается ходом драки. Он, как и вся окружающая их толпа, поощряет беснующихся альф громким топотом ног и даже несколько раз, охваченный азартом, вскакивает со скамьи. Но, недовольно морщась и закатывая вверх глаза, садится на место, услышав за спиной сдержанные уговоры старшего омеги вести себя приличнее. Он понимает, что в этом году ему не позволят как следует повеселиться, упирается локтем в колено и кулаком этой руки удрученно подпирает щеку.
но внезапно приободряется, заметив в толпе напротив активно машущего ему Альфу. Этого оборотня также замечают и люди. «Это же Хасок!» — весело интересуется у брюнета Тэхён, когда тот посылает Альфе воздушный поцелуй. «Он самый?» — довольно щурится оборотень, получив взамен такой же жест. «Хасок мой Альфа и будет участвовать в сегодняшних боях за право стать моим мужем». «Зачем ему драться, если он уже твой Альфа?» — спрашивает Ким. «И что будет, если он проиграет?» «Мой Альфа — это значит, что я хочу, чтобы он выиграл битву, и всячески желаю ему успеха. Ну, а если он проиграет, — равнодушно зевает брюнет, — то тогда моим мужем станет другой». Чимин невольно хмурится и прикусывает нижнюю губу. Услышанное кажется ему дикостью, граничащей с безумием. Омега хорошо помнит, как старший брат впервые рассказал семье о своей влюбленности и очень переживал, что родители могут запретить ему встречаться с тем, кто стал дорог сердцу. Конечно, и в родной деревне Пака случались браки, заключенные по выгоде и договоренности семей. Но все же в большинстве случаев это было решением пары связать себя узами и принести друг другу клятвы. К свадьбам готовились долго и тщательно. Даже когда все формальности были позади, и родители обоих женихов все обсудили и уладили, проходило еще много недель, прежде чем пара могла объявить себя мужьями. Как выяснилось, у оборотней на это уходит ровно 3 дня, а Омега просто достается самому сильному из всех претендентов. «А чувство любви тебе знакомо?» — язвит Чимин, не замечая на лице брюнета ни волнения, ни тревоги. «Знакомо, а я очень люблю поспать». Впрочем, все напускное безразличие этого оборотня проходит без следа, как только наступает его очередь встать рядом с вожаком. К удивлению Чимина, брюнет больше не выглядит лениво равнодушным. Он, в отличие от всех других омег-оборотней, которые выходили к жертвенному алтарю, взволнованно переминается с ноги на ногу, жадно следит за ходом битвы и болезненно морщится каждый раз, когда Хасок пропускает удар, при этом едва заметно шевеля губами, как, видимо, поддерживая и подбадривая своего Альфу. А когда тот побеждает и, сияя счастливой улыбкой, завязывает на тонком омежьем запястье свой браслет, не только вскидывает вверх ладонь, чтобы все присутствующие могли разделить с этой парой момент их триумфа, но и, встав на цыпочки, обвивает руками шею жениха, стремительно утягивая его в глубокий поцелуй. Толпа взрывается восхищенным воем и овациями. Вождь, осуждающий, качает головой, подавая едва заметный знак стоящим неподалеку. И уже через пару минут брюнет возвращается на свое прежнее место, а Хасока, как кажется Чимину, окончательно поехавшего крышей и отчаянно рвущегося к своему жениху, куда-то насильно уволакивают 2 альф-оборотней. «Сегодня удача на моей стороне», — довольно щурит глаза брюнет и вытирает тыльной стороной ладони влажные губы. «Надеюсь, что и вам повезет». Чем именно им с Тэхёном должно повезти, Чимин не знает. Они не знакомы ни с одним оборотней, у них нет фаворитов, а учитывая, что надолго в этом месте задерживаться не собираются, им вообще все равно, кто станет их мужьями на столь непродолжительное время. Пак внимательно следит за другом, подошедшим к вожаку общины. Искренне желает Тэхёну удачи, той, которая им обоим действительно нужна. Но надежда, что незнакомым Омегой вообще никто не заинтересуется, разбивается вдребезги. Несколько альф выходят из толпы и направляются к жертвенному алтарю. Все эти оборотни выглядят практически одинаково. Они примерно одного возраста, лет 25. У всех гладко зачесаны волосы, а кожа блестит от избытка нанесенного масла. Они одинаково неторопливо развязывают на своих левых запястьях браслеты
и бросают их в пустую чашу. Подходит ближе к вожаку и побелевшему Тэхёну, который лихорадочно скользит взглядом по всем вышедшим к нему оборотням. И прежде чем вожак общины успевает хоть что-либо сказать, в толпе альф начинается какая-то непонятная возня и неразбериха. Чимин изумленно смотрит на еще одного альфу, который пробивается к жертвенному алтарю. Этот оборотень на вид совсем юный, едва старше самого Тэхёна. Он отбивается от удерживающих его рук, а на все уговоры и просьбы отдуматься отрицательно качает головой, не сводя с Кима восхищенного взгляда. Последним выбегает на открытый участок поляны, на ходу стягивая через голову и отшвыривая прочь мешающую рубаху. Нетерпеливо помогая зубами, развязывает опутывающую запястье нить и, упрямо взглянув на вожака, ловко закидывает в чашу свой браслет. Глава 4. Чимин слышит раздающееся отовсюду настороженное перешептывание и внимательнее рассматривает альфу, что вызвался последним на бой за Тэхёна. Высокий, широкоплечий, с отчетливо выделяющимися крепкими мышцами и сильными руками, с тянущимися под кожей выпуклыми дорожками вен. Этот оборотень не из изнеженных заласканными родителями баловней. Таких Чимин вообще не видел в общине, в отличие от родной деревни. Но еще мягкие округлые черты лица, ребячливо взъерошенные, чуть вьющиеся каштановые волосы, которые на солнце отливают бронзой, и восторженный щенячий блеск выразительных глаз выдают его юный возраст. «Не, ну вы это видели?» — громко возмущается сидящий рядом брюнет и хлопает ладонями себя по коленям. «Завтра в лесу все ежики от смеха передохнут. Куда это годится? Еще вчера Альфа погремушку грыз, а сегодня уже Омегу ему подавай». Старшие Омеги, что стоят возле скамьи, начинают укоряюще выговаривать брюнету, что участвовать в боях имеет право любой Альфа, и не ему осуждать их выбор. Но ворчливый оборотень на это лишь раздраженно отмахивается и нервно ерзает на скамье, замечая, что альфы расходятся в отгороженном круге и замирают, дожидаясь знака вожака. Едва заметный жест, и оборотни стремительно сходятся, сталкиваясь телами, стремясь сбить с ног своих противников. В ход идут кулаки и когти, удары ногами и головой. Все, что угодно, лишь бы вырвать, выгрызть победу и завязать на тонком дрожащем омежьем запястье браслет из собственной шерсти. Рев миг-озверевших альф, которые безжалостно терзают своих братьев. Крики беснующейся толпы, наперебой выкрикивающей имена тех, кто, по их мнению, должен стать победителем. Визги боли от споротой кожи или вывернутых суставов. Скрежет острых, как ножи, клыков и топот 5 пар ног. Все это сливается в удушающую страхом какофонию, словно плотным куполом, накрывшую всю поляну. Чимину хочется сжать руками гудящую голову, прикрыть ладонями уши и крепко зажмурить глаза, чтобы не видеть, не слышать, не знать, что происходит вокруг. Слишком громко. Оглушительные звуки, мощные вибрации проникают в тело, сжимая легкие. Слишком быстро оборотни превращаются в мелькающие размытые пятна. Их стремительное передвижение и резкие удары вызывают болезненные спазмы непроходящих приступов тошноты. С неба ослепит желтый круг солнца. 5 пар желтых глаз глядят с ненавистью и злобой. Желтый песок орошается красным, прилипает к взмокшей коже и влажным ссадинам, опрокинутых навзничь. Оборотни падают и вновь вскакивают на ноги. Жестоко бьют с размаху и стойко выдерживают подобные удары. Рвут когтями и клыками чужую плоть и мучительно рычат, когда расходится их собственная кожа. Все они сливаются воедино, в дрожащий от ярости ком, и единственное, что может различить Чимин, отблескивающие бронзой волосы юного Альфы. Перед глазами Омеги прошло уже 5 драк оборотней,
который он смотрел без особого интереса, отвлекаясь на разговоры за спиной и непрекращающийся шепот Тэхёна. За шестой он наблюдает через силу, пытаясь заранее угадать, кто в итоге станет женихом Кима. И этого вполне достаточно, чтобы понять, что у самого младшего нет ни одного шанса на победу. Он смел, безрассуден и отчаянно желает стать победителем. Но все другие участники обладают силой взрослых альф и большим опытом в подобных сражениях, а он перед ними неподготовленный юнец. Но, кажется, именно это и позволяет юноше продержаться на удивление долго. Противники словно не воспринимают его всерьез, бьют в полсилы и надолго не задерживают внимания, опасаясь быть сраженными одних из первых. Первый ушел, довольно выдыхает брюнет, когда один из альф внезапно обращается в огромного волка и, стыдливо отвернув от вопящей толпы морду, выходит из круга. «Что сейчас произошло?» — непонимающе спрашивает Чимин. «Он нарушил одно из правил», — терпеливо объясняет брюнет. «Драться можно только в человеческом обличии, а он поддался охватившему азарту и перевоплотился в зверя. Бои за Омегу — это проявление не только физической силы, но и силы духа. Альфа должен доказать, что в любой ситуации умеет держать своего волка под контролем». Чимин кивает головой, благодаря за понятный рассказ, а сам не спускает глаз с круга, из которого выбыли еще два участника. Одного вытолкнули, перекинув через яркие ленты, другой вышел сам, как видимо, получив какую-то особенно болезненную травму. На орошенном тяжелыми каплями крови и разрыхленном босыми ногами песке осталось двое. Статный альфа, чьи плечи раскраснелись от полученных ударов, а сжатые кулаки вымазаны липким и ярко-алым, и молодой бешено дышащий оборотень, на котором уже нет живого места. Они оба прожигают друг друга взглядом, по-звериному кружат по огороженному участку поляны, готовясь и поджидая удобного случая, чтобы снова ринуться в бой. На поляне стихают все звуки. Больше не раздаются восторженные визги и подзадоривающие выкрики. А образовавшуюся гробовую тишину нарушает лишь рваное дыхание двух обезумевших альф. Оборотни молча следят за исходом битвы, и Чимин начинает понимать, почему толпа в одно мгновение растеряла весь свой задор и радость. Альфы гибнут в брачных боях. Чимин не спрашивает, просто тихо проговаривает вслух сделанные выводы и ничуть не удивляется, услышав такой же тихий ответ брюнета. «Да, это редко, но случается. Но этот оборотень может победить, не убивая. Он может просто вытолкнуть мальчишку за ленты», — начинает заволнованно тараторить Чимин. Он с жалостью смотрит на юношу, на его разбитые нос и губы, сочащиеся кровью, которая густыми потеками скатывается вниз по лицу и непрерывными каплями срывается с подбородка. Скользит взглядом по его исполосованным чужими когтями бокам и ободранным костяшкам упрямо сжатых кулаков. По прилипшей к колбу длинной челке и воздушной шапке волос, в пряди которой вплетены крупные деревянные бусины. Во всем образе этого альфы столько стремления и жизни, и Омеге невыразимо больно от одной только мысли, что эта самая жизнь может оборваться в любой миг. Чингук слишком сильный, чтобы его как щенка вышвырнули прочь, сквозь зубы цедит брюнет. И он слишком слабый, чтобы стать победителем, неозвученной фразой повисает в воздухе. Молодой оборотень, не решаясь напасть первым, зло наблюдает за своим противником, но и тот не спешит продолжать бой. Они внимательно вглядываются друг в друга, словно видят впервые, тонко считывают чужие эмоции, растягивая для всех присутствующих мучительное ожидание. В глазах взрослого альфы уверенность в собственной победе и искра сожаления.
Чунгук — воплощение ярости и желания биться до конца. Изменения проходят так неуловимо медленно, что Чимин не сразу их замечает. Напряженная до предела атмосфера словно сминается, обмякает рыхлым сугробом под теплом солнечных лучей. Чуть расслабляются каменные мышцы взрослого Альфы и смягчается его хладнокровный и расчетливый взгляд. Он мельком оглядывается на стоящего у вожака Омегу, смотрит противнику в глаза и делает шаг назад. А за ним еще один. Оборотень сперва неловко пятится, сомневаясь в правильности своего решения, но через пару мгновений решительно уходит в сторону, ловко перепрыгивает через ленты, добровольно отказываясь от победы. Собственноручно отдает почти принадлежащего ему Омегу тому, кто готов биться за него, не страшась ни боли, ни смерти. Чунгук не сразу понимает, что произошло. Он обескураженно смотрит вслед уходящему оборотню и вздрагивает от раздавшихся раскатом грома восхищенных криков толпы. Альфа неверяще оглядывается вокруг и растерянно вытирает окровавленное лицо и руки кем-то поднесенным мокрым полотенцем. Чуть покачиваясь, медленно подходит к чаше и непозволительно долго выискивает собственный браслет, попутно бросая в огонь чужие. Замирает в нерешительности, теребя негнущимися пальцами шерстяную нить. Но когда видит подзывающий жест вожака, осознает, что победил, и торопливо подходит ближе. Альфа, лицо которого сияет радостной улыбкой, завязывает браслет на тахионовой руке. Крепко, но осторожно сжимает чужую ладонь и тянет Омегу ближе к себе, чтобы что-то быстро прошептать ему, отчего Тэхён испуганно отшатывается, а его щеки вспыхивают малиновой краской. Чимин видит, как к новой образовавшейся паре женихов подходит двое альф, и Чонгук болезненно морщится, нехотя выпуская из своих пальцев ладонь Тэхёна. И в этот самый миг Пак слышит: «Вставай, теперь твоя очередь идти навстречу своей судьбе». Чимин боязливо поднимается на ноги. Немного мешкается у скамейки, растирая затекшие ноги, и идет к жертвенному алтарю, почти физически ощущая на себе взгляды всех присутствующих, от которых спина покрывается мелкими каплями пота и подкашиваются подрагивающие колени. Он останавливается рядом с вожаком и обреченно вкладывает в его сухую руку свою ладонь, предварительно обтерев ее о штаны. Напряженно смотрит на альф, которые подтягиваются следом и брезгливо морщится каждый раз, когда в чашу опускается очередной браслет. Омега, не до конца пришедший в себя после битвы за Тэхёна, ожидает, что подобный кошмар повторится, и не представляет, как ему снова пережить этот праздник безумства. Но внезапно происходит что-то, лишенное всякого смысла и абсолютно неожиданное не только для человека, но и для всех присутствующих оборотней. Из толпы выходит Альфа и на ходу, развязывая нить на левом запястье, неспешно направляется к алтарю. Он чуть наклоняет голову к правому плечу, задумчиво рассматривая внезапно оробевших альф, и те трусливо опускают глаза, не выдерживая чужого внимательного взгляда. Чимин от изумления дышит через раз, когда толпа вновь умолкает, но теперь не от страха, а от жгучего интереса ко всему происходящему, боясь упустить даже жалкий миг развернувшегося перед ним представления. Этот Альфа, как и Чонгук, вышел последним, но в глазах юноши бурлил стремительный поток эмоций и чувств, а Чимин видит во взгляде напротив лишь бесконечность непотревоженной водной глади. Оборотень источает непоколебимую уверенность в себе, в своих силах и своем выборе. Омега нервно сглатывает, когда оборотни, которые совсем недавно азартно поглядывали вокруг и изучающе рассматривали его самого, вдруг низко опускают головы и уходят прочь, отказываясь от битвы. Чимину кажется,
что если бы те были в обличии волков, то еще поджали бы хвосты. От осознания собственной слабости и никчемности. Оставшийся в одиночестве оборотень некоторое время ожидающе смотрит на толпу, видимо, давая время другим альфам подумать и дать им шанс принять бой. Но, понимая, что битвы не будет, ловко вытягивает из каменной чаши свой браслет, небрежно сгребая свободной рукой остальные и на ходу бросая их в огонь. Чимин морщит нос от мерзкого запаха паленой шерсти, что доносится от сухо затрещавшего пламени. «Кто этот Альфа?» — думает Чимин, наблюдая, как оборотень крепко завязывает на его запястье шерстяную нить. Какой силой или властью он обладает, что ни один боец общины не смеет противостоять ему? Пак неотрывно смотрит на своего жениха, отмечая светло-русый цвет волос, зачесанные вверх густой челкой. Цепкие глаза и пухлые чувственные губы, от улыбки которых на щеках Альфы появляются глубокие ямочки. Замечает на спокойном лице тонкую сеть едва заметных шрамов и гораздо более глубокие и уродливые отметины, которые виднеются на открытых участках тела. Отмечает, какая обжигающая горячая ладонь этого оборотня, когда тот забирает от вождя руку Омеги и поднимает ее высоко вверх, демонстрируя возликовавшей толпе его победу, которую он одержал без боя. «Меня зовут Ким Намджун», — представляется оборотень и выпускает пальцы Чимина, позволяя того увести вместе с другими омегами. Их снова уводят в лес. 2 людей и 5 оборотней, но теперь уже под контролем 3 омег гораздо старшего возраста, чем те, кто стали сегодня женихами. Стоящий далеко от общины просторный 2-этажный дом. Место, где омеги могли бы как следует отдохнуть перед свадьбой, приготовлениями которой в ближайшие 3 дня будет заниматься вся община, не исключая победивших в драках альф. «Тэхён, слушай внимательно, что я тебе скажу», — говорит Чимин, предварительно проверив, плотно ли закрыта дверь выделенной им комнаты на 2 этаже. На дворе царит глубокая ночь, и весь дом давно погрузился в тишину. Он садится на кровать рядом с лежащим Кимом и крепко сжимает ладонями чужие пальцы, с трудом сдерживая ликование и восторг. Нам нечего бояться, хотя бы в ближайшее время. Нас не собираются мучить и убивать. Мы не пленники, а новые жители общины. И именно поэтому мы сможем сбежать. В голове у Пака наконец-то все сложилось, и их с Кимом будущее теперь понятно. Надо быть просто максимально ласковым и послушным, войти в доверие оборотням и названным мужьям. Ненавязчиво, не вызывая ненужных подозрений, выведать, в какой стороне находится их деревня, припрятать запасы съестного и тихо уйти навсегда. Но, кажется, Тэхён не разделяет его радости. А разве Альфа не расстроится, если мы уйдем? Ким смотрит прямо и открыто, и от этого по-детски наивного взгляда, в котором явно читается тревога, Паку хочется выйти и биться головой об стену. Но какая им разница, будут ли так называемые мужья огорчены их пропажей? Оборотни не считались желаниями омег. Насильно забрали, оторвали от дома и разлучили с семьей. Нарекли женихами незнакомых альф, которые через 3 дня и вовсе станут мужьями. Так какое им должно быть дело до чужих чувств и переживаний? Не расстроиться. Эти альфы сильные и в следующем году выиграют себе новых омег. Со всей возможной уверенностью отвечает Чимин, и, замечая на Тэхёновом лице тень сомнения, продолжает убеждать еще жарче. Ты же сам видел, что им все равно, кто в итоге станет их мужем, а нам нет. Неужели ты не хочешь хотя бы попытаться вернуться? Неужели не скучаешь по нашей деревне? Хочу, правда, негромко отвечает Тэхён. Хочу снова пройти по знакомым улицам и жить в своем домике.
поклониться могилам папы и старшего брата, но... Омега часто моргает увлажнившимися ресницами и понижает и без того тихий шепот. Чонгук, что он обо мне подумает, и что о нас подумает вся община? Эти люди так добры к нам. Не будет ли наш побег оценен как предательство? Тэхён, они не люди, осторожно напоминает Чимин. Это оборотни, звери. Ну и пусть, восклицает Ким, но, услышав предостерегающее шипение Пака, снова переходит на шепот. Знаешь, на боях мне было страшно. Все эти альфы казались такими жестокими и опасно сильными. Но по дороге в этот дом я осознал, это был первый раз, когда кто-то в моем присутствии сжимал кулаки не для того, чтобы ударить меня, а чтобы биться за право быть рядом. Чимин, возмущенный услышанным, хочет возразить, объяснить сидящему напротив глупому Омеге, в чем именно тот неправ, но замолкает, едва услышав, как к ночной тишине, сотканной из трели цикады, дыхание запутавшегося в листве деревьев легкого ветра, добавляется пробирающий до дрожи неприятный скрежет. Оба Омеги замирают и, не сговариваясь, отходят ближе к двери. Они испуганно вслушиваются, как острые когти скребут по неровной бревенчатой стене. Поднимаются все выше и выше, неизбежно приближаясь к распахнутому настежь окну. И надо бы быстро подбежать, закрыть тяжелые ставни, не впуская в дом незваного гостя, что решил прокрасться под покровом ночи. Но страшно сделать даже шаг. Омеги сдавленно вскрикивают, когда на нижнюю часть окна ложится тяжелая когтистая ладонь. Следом за ней, оставляя глубокие борозды, на мягкой древесине забрасывается вторая. «Тэхён, не бойся!» — слышит Омеги сдавленный тихий голос. Пришедший подтягивается на руках, и уже через секунду в окне виднеется знакомый Альфа с каштановыми волосами, в растрепанные пряди которых вплетены крупные деревянные бусины. Он теперь держится лишь одной рукой и смотрит немного вниз, как, видимо, пытаясь достать что-то из-за пазухи рубахи. Альфа внезапно пропадает, неловко сорвавшись вниз, но вновь цепляясь когтями за выступающие части бревенчатого сруба, упрямо ползет к Омегам. «Тэхён, подойди ко мне!» — ласково просит Чонгук, едва его голова снова появляется в проеме окна. Он подтягивается и ложится грудью на подоконник, но не смеет зайти в комнату. Вместо этого призывно протягивает перед собой крепко сжатой ладонью кулек из бересты. Замечая, что жених не спешит выполнить его просьбу, затравленно оглядывается, мельком осматривает двор и снова скулит. «Ну, пожалуйста!» Чимин хватает за запястье решившего было идти к окну Тэхёна. Желтые, светящиеся в темноте глаза, искривившиеся в оскале губы оборотня не вызывают ни малейшего доверия. Но наивный и доверчивый Ким, видимо, думает иначе. Со двора раздается громкий возмущенный крик. «Мне пора», — мгновенно реагирует Чонгук и, закинув в комнату принесенный кулек, спрыгивает вниз. «Это что тут такое происходит?» — вопит один из старших Омег. «Это кто тебе разрешил врываться на нашу территорию и беспокоить жениха? Да чтоб тебе, бесстыднику, хвост бревном прищемило!» Тэхён внезапно хихикает, вслушиваясь в доносящиеся визгливые угрозы и громкий топот мощных лап, стремительно удирающего прочь зверя. Он вытирает ладонью взмокший лоб и осторожно подходит к валяющемуся посреди комнаты кульку, содержимое которого от падения немного высыпалось, словно крупными каплями усеяв пол. «Это земляника!» — радостно вскрикивает Тэхён, поднимая с пола нежданный подарок. «Мой жених принес мне землянику!» Омега, прижимая к груди свернутую бересту, чтобы случайно не рассыпать оставшиеся ягоды, свободной рукой подбирает те, что лежат на полу, и выбрасывает их во двор. Садится на кровать и, получив от Пака категоричный отказ на предложенное, начинает в одиночку есть ягоды, подозрительно долго задерживая у лица
правую руку. Ичимин понимает, что Тэхён незаметно принюхивается к запаху оборотня, что исходит от валеной шерсти браслета, опутавшего его запястье. «Думаешь, это хорошая идея?» — недоверчиво переспрашивает Чимин, на что Тэхён уверенно кивает головой, продолжая тащить его за руку к спящему в саду уже знакомому оборотню. «Нам надо как можно больше узнать обо всем, что тут вообще происходит и что нас ожидает в ближайшее время. Кто об этом знает лучше, чем жители общины? А этот Омега...» Ким кивает головой в сторону отдыхающего в гамаке. «Вроде бы как самый разговорчивый». На это Чимин хочет возразить, что брюнет хоть и был самым разговорчивым, но отнюдь не самым доброжелательным, и не успевает. Тэхён, устав волочить за собой упирающегося друга, выпускает его ладонь и быстро подбегает к спящему. На этом, как кажется Паку, энтузиазм Кима внезапно пропадает, потому что тот не спешит начинать необходимый разговор. Вместо этого он растерянно топчется на месте, нервно похлопывает себя ладонями по бедрам и беспомощно оглядывается вокруг, ища глазами подсказки. Как обратиться к оборотню? Все это не остается незамеченным. Брюнет лениво приоткрывает правый глаз, внимательно рассматривает стоящих перед ним омег и недовольно морщится. «Уходите, а вы меня отвлекаете», — раздается знакомый сиплый голос. «Ну ты же ничего не делаешь», — возмущенно восклицает Тэхён. «Я ничего не делаю», — раздраженно отзывается оборотень. «Я отдыхаю. Это очень важное занятие». Данное утверждение кажется Чимину вполне убедительным, и он, чтобы не злить зверя, хочет увести Тэхёна обратно в их комнату. Но тот вырывает свою ладонь и навязчиво продолжает беседу. «А почему тебе так важно отдохнуть?» «Не мне, а всем нам», — поправляет оборотень. Он, видя настойчивость людей и понимая, что разговора избежать не получится, долго и сладко потягивается, широко зевает, обнажая ряд белых и острых, но более мелких, чем у альф, зубов. И с жалобным кряхтением принимает сидячее положение, всем своим видом показывая пришедшим, на какие немыслимые жертвы он идет, чтобы удовлетворить их любопытство. Всех нас ждет тяжелая и выматывающая семейная жизнь. Это я еще молчу о первой брачной ночи. Выполнить все сексуальные желания наших альф даже оборотням сложно. А вы? Брюнет придирчиво осматривает омег и сочувствующе качает головой. Вы вообще, возможно, эту ночь не переживете. «Какие желания?» — шепчет побледневший Тэхён. «Любые», — зловеще блестит глазами оборотень. «А если я не стану выполнять любые желания мужа, то что тогда?» — с вызовом спрашивает Чимин. «Не советую этого делать», — сухо отвечает брюнет и отводит в сторону свой взгляд. «Оборотни умеют очень жестоко наказывать. Лучше вам быть хорошими мужьями, и тогда будете жить со своими альфами счастливо. А если повезет, то еще и долго». «Ну, наверное, быть хорошими мужьями не так уж и сложно», — Чимин заискивающе смотрит в глаза друга Тэхён, чтобы тот подтвердил его слова. «Мы многое умеем: шить, вышивать, в доме прибираться, готовить». «Подожди, подожди», — машет руками оборотень, останавливая Кима. «Вот же какой шустрый! Если все перечисленное собираешься делать ты, то чем будет заниматься твой муж?» «А разве альфа-оборотни не работают?» — удивленно округляет глаза Тэхён. «Работают, конечно. Кто-то на охоту ходит, кто лес валит, кто в полях урожай выращивает. Но этим они заняты днем. А что они будут делать вечером?» Чимин и Тэхён недоуменно переглядываются, не зная, что на это ответить. В их деревне альфы всегда отдыхают по вечерам, а всю работу по дому делают исключительно омеги. Но, кажется, в общине оборотней все совсем по-другому. «Вот, мало вы знаете о семейной жизни»,
Укоризненно качает головой брюнет и наставительно поднимает вверх указательный палец. Как говорит мой папа, Юнги. Оборотень ненадолго задумывается и, вспоминая, что до сих пор не представился, добродушно улыбается. Меня, кстати, Мин Юнги зовут. Так вот, папа мне всегда говорил, что главная задача каждого омеги — вдохновлять своего мужа на работу. Это же альфы. Если окружить их заботой и сопли подтирать, они не то что дичь, мух ловить перестанут. Поэтому рекомендую вам быстро подружиться с соседями, чтобы было куда по вечерам уходить. Немытые полы и пустая миска на столе — лучший стимул для активной работы по дому каждого альфы. Но если всю работу по дому тоже делают альфы, то чем тогда омеги занимаются, не унимается Тэхён. Живут в доме своего мужа. Тяжело вздыхая, начинает загибать пальцы Юнги, перечисляя все будущие обязанности. Радуют альфу ночами, рожают и воспитывают детей. И ты, правда, совсем несложно, Чимин, обрадованно восклицает Тэхён, смотря на своего недоверчиво прищурившегося друга. А я люблю детей. Любишь? Громко хохочет Юнги и хлопает Кима ладонью по плечу. Ну, тогда тебе очень повезло. У Чонгука их 4. Как 4? Охает Тэхён, моментально теряя всю свою радость. А ты не знал? У Чонгука есть 4 пушистых волчат. Создания симпатичные, хоть, на мой взгляд, и маловоспитанные. Но Чон в них души не чает. Идет дрова рубить с ними, на речку купаться с ними. — А первая брачная ночь? — тихо шепчет Тэхён. — Тоже с ними, — строго сжав губы, кивает головой оборотень. И, увидев, как Кима качнула в сторону, и тот, чтобы не упасть, цепляется за плечо друга, разводит руками. — А куда, по-твоему, он их денет? Привыкай, парень, теперь вы будете жить вместе. Они славные, правда, вот только... Юнги быстро оглядывается по сторонам, словно опасаясь, что сказанный им совет могут подслушать другие. И, понижая голос, негромко добавляет. Ты по дому ходи внимательнее, а еще лучше вообще без особой надобности на пол не ступай. Они тебе в один миг пятки отгрызут. Что случается с омегами-людьми, которые не выполняют обязанности хорошего мужа? Хмуро спрашивает Чимин. Мы их съедаем в неурожайный год. Равнодушно пожимает плечами Юнги и, широко зевнув, снова ложится в гамак, показывая, что на этом разговор окончен. «Я не хочу замуж за Чонгука», — громко плачет Тэхён, обессиленно сползая на пол спиной по стене. Едва они с Чимином снова оказываются в своей комнате и плотно закрывают дверь. «И не хочу провести свою первую брачную ночь в окружении 4 детей, которые будут кусать меня за пятки. Если ты еще не понял, наше мнение здесь никого не интересует», — грубо отвечает Чимин и ложится на кровать, размышляя, что бежать надо как можно скорее.